Слышишь, как за окном шумит ветерок? Он листает кроны деревьев, как страницы большой книги, и шепчет городу ночные сказки. Укрывай тебя потеплее, закрывай глазки. Сегодня папа Колючка расскажет тебе историю о том, как одна маленькая колючка смогла научить манерам целый огромный дом. Жил-был на широком солнечном подоконнике уютный семейный садик. И жили там не неженки цветы с хрупкими лепестками, а маленькие, очень дружные кактусята. Все они были совершенно разной формы. Круглый дивун напоминал зеленое спелое яблочко. Витька был высоким и стройным. Сашка носился со своим воображаемым блокнотом, а маленький Бизун был полностью покрыт мягким белым пушком, словно надел зимнюю шапочку. Малыши любили греть свои колючки на солнышке, слушать пение птиц за стеклом и весело шептаться друг с другом. Самой смышленой, храброй и доброй среди них была маленькая кактусенок по имени Машуля. У нее были самые аккуратные иголочки и очень открытое, чуткое сердце. День выдался жарким, теплым и ясным. Окно на подоконнике было чуть-чуть приоткрыто, чтобы в комнату поступал свежий летний ветерок. Кактусята сладко дремали в теплой земле, подставив бочки ласковому солнцу. И вдруг, ух, налетел озорной, сильный порыв ветра. Он ворвался в комнату, подхватил тяжелую деревянную раму и с грохотом швырнул ее обратно. Бам! Раздался резкий, раскатистый звук на всю комнату. От этого шума весь подоконник будто вздрогнул. Малыши-кактусята от страха сжались, их иголочки задрожали мелкой дрожью, а некоторые даже зажмурились и затихли, не смея дышать. «Ой! О, что за монстр?» — зашептал круглый кактусенок Дивун, пытаясь закопаться поглубже в горшочек. «Небо падает! По законам физики мы падаем!» — испуганно пискнул высокий кактусенок Витька. «Внимание! Паника по расписанию!» — запричитал Сашка, уронив свои очки-иголки. Все малыши ужасно перепугались и совсем не знали, что делать, и только одна Машуля даже не дрогнула. Она знала секрет. От страха иголочки только сильнее топорщатся и болят, а делу этим не поможешь. Она осмотрелась вокруг, мягко улыбнулась и произнесла самым спокойным, ласковым и убаюкивающим голосом, на который была способна. «Тише, тише, дружочки, ничего страшного не случилось. Это всего лишь ветер решил поиграть с нашим окном. Не бойтесь, я с вами». Услышав теплые, ровные слова Машули, малыши постепенно начали открывать глазки. Страх стал уходить, как вода в песок, а на подоконнике снова стало тихо, светло и уютно. Но Машуля на этом не остановилась. Она посмотрела на большую оконную раму и подумала: окно ведь не специально так громко драку устраивает.
Она просто не умеет закрываться тихонько и аккуратно. Оно совсем не злое. Его просто нужно научить манерам. И Машуля решила устроить для огромного окна настоящую школу вежливости. Первый шаг. С каждым новым порывом ветерка, когда тяжелая рама начинала шевелиться, Машуля аккуратно подставляла свою самую прочную, но гибкую колючку, слегка поддерживая окно. Второй шаг. Она показывала раме своим примером. Вот так, плавно-плавно, не спеша. Резко делать не нужно. Давай шепотом. Третий шаг. Малышка упрямо и терпеливо пружинила веточкой, помогая деревянной раме мягко касаться подоконника. Дзынь. И произошло чудо. Вместо страшного, гремящего бам, окно поддалось и закрылось едва слышно, совершенно так же, как пушистый кот Рич, ступающий своими мягкими лапками по теплому ковру. Маленькие кактусята вокруг радостно и тихонько зашелестели колючками. Ура! Окно больше не страшный дракон. Оно теперь воспитанное. Оно умеет ходить на цыпочках. На самом краю подоконника стоял большой, мудрый папа Колючка. Он наблюдал за всем происходящим от самого начала до конца. Он видел, как Машуля успокоила испуганных малышей и как с великим терпением тренировала огромную деревянную раму. Папа Колючка улыбнулся свои длинные усы-иголки, поправил зеленую макушку и с огромной гордостью подумал: какая же замечательная у нас Машуля, какая она добрая, храбрая и заботливая, всем готова помочь, никого в беде не оставит и всегда найдет способ сделать наш дом уютным и безопасным. С тех самых пор на нашем рижском подоконнике больше никто не боялся ни грозы, ни ветра. Все знали, пока рядом есть добрая Машуля, никакой шум не страшен, а в нашей семье всегда будет царить порядок, тепло и тишина. Спите и вы, мои дорогие друзья. Все окна закрыты, мягко и тихо. Ветер поет вам самую добрую колыбельную, а ваши друзья, как тусята, берегут ваш покой. Закрывайте глазки, спокойной ночи, пока-пока.